Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Тема нашего сегодняшнего видео – пайка. Часть первая – пайка легкоплавкими припоями. Начнем, конечно же, с главного инструмента, как то паяльник. Есть вот такой вот в наличии, древненький, EPSN 25/220, мощностью 25 Вт. Сейчас мы его отсюда извлечем. А может, выковыряем, не знаю. Не извлекается. Нормально. Есть такое дело. Карась, бычок. Это во двор приехал чувак, он рыбу продает. Хорошо. Итак, сопровождение такое, да? Хорошо. Простой. Без всяких там наворотов. Он громче меня орет, елки-палки. Спасибо, сом, карась. Ладно. Простой. В использовании, без всяких изысков, как говорится. И простота заключается вот в этом узле. Вот он у нас. Давайте, чтобы было видно. Вот. А именно, место соединения. Перекричать нельзя. Хорошо. Вместе соединения жала и нагревательного элемента, который вот здесь внутри находится. Извлекается элементарно. Отверточку взяли, попал, попади, попал, попал. Откручивается болтик. И непосредственно извлекается это самое жало. Вот оно вот такое вот. В чем прелесть этой простоты, повторюсь еще раз. Если чего с жалом случится у вас, мало ли там повредили как-то, или оно у вас закончится, закончится вот здесь, бывает и такое. Это пройдет много времени. Можно приобрести пруток диаметром 3,8 или 4 мм, максимум 4 мм. И изготовить жало, какое вы захотите. Захотите прямое, захотите изогнутое, либо из меди, либо из латуни. Заточить можно как угодно. Можно под нож, можно вот так отрезать, будет овал здесь. То есть вы не привязаны ни к чему, кроме как вот прутку вот этому подобному, который купите. Потому что современные паяльники зависят от жала, которое предлагает непосредственно производитель. Если жало повредится или закончит свою жизнь, так сказать, вам придется искать жало именно от этого производителя. А этот производитель может уйти с рынка и все. И потом будут проблемы, конечно. А тут у вас полная свобода действий. В этом и есть, так сказать, замечательность данного простого, повторюсь еще раз, изделия. Обратно ставим таким же способом. Тихо, спокойно. Вот, собственно, такой вот экземпляр. Есть второй экземпляр. Так, видно, да. В общем-то, тоже простой. Да, 30 Вт, 220 вольт. Пусть будет Штайр название. Надаем его Штайр, профессионал. Хорошо, профессионал нам подходит. Жало в данном случае присоединяется при помощи резьбового соединения. Так выкручивается это все дело. И вот оно перед вами. Очень похоже по заточке на наш отечественный, так сказать, вариант. Но опять же, самостоятельно можно сделать какой угодно. Тот же пруток. Единственное, что придется докупить отдельно, непосредственно вот такой вот комплект. Плашка М4 и вороток. И самостоятельно можно нарезать резьбу. То есть вот пруток, например. Вот он 4 мм латунный. Нарезали. Спокойно нарезали. И у вас есть заготовка для жала. У меня на хозяйстве имеется токарный станочек, скажу так. Есть такой, да.
И вот, например, можно изготовить такое жало. На конус, тоненькое. Как вы догадываетесь, для тонких работ, естественно. Можно еще забабахать, так сказать, два запасных. Вот они. Опять же, очень просто присоединяется. Вкрутили и готово. Можно, вот было в комплекте вот такое жало утолщением. А самостоятельно изготовил вот такую лопату, скажем так, непосредственно для пайки алюминия. Но то потом расскажу обязательно. Ну и вот такое тонюсенькое, ну совсем тонюсенькое. Может, даже переборщил, но оно имеет применение, скажу вам, имеет. Остановил выбор на вот данном варианте, так сказать, под названием Штайр, да, скажем так. Потому что есть одна особенность, давайте мы на нее посмотрим. Вот если положим вот так, да, совместим. Обратите, пожалуйста, внимание, так видно, вот так видно, хорошо. Насколько вот эта часть от ручки, скажем, начала ручки до начала жала, короче, нежели в этом экземпляре. Вот начало ручки, и вот аж сюда уходит жало. Ну, не знаю, мне кажется, что вот этот вариант удобней, поэтому основной паяльник у меня вот этот вот Штайр, скажем так. К нему же, да и к этому же паяльнику, конечно же, необходим так называемый диммер, регулятор мощности, потому что даже 25 ватт, 30 тем более, это очень много. Иногда даже пайка при полной мощности не получается, потому что идет перегрев жала, горит флюс и горит непосредственно припой. Так вот, чтобы избежать таких проблем, необходимо, сейчас это давайте в сторону немножко, вот так, пусть здесь лежит, необходимо привести диммер. Это вот такая штука с регулятором. Вот он здесь. Сейчас мы его в отключенном состоянии покажем. Ну, с одной стороны вилка, чтобы в 220 врубать, а с другой стороны включаем паяльник. Вот таким способом. Выходи, вышло. Методом проб и ошибок нужно будет вам вычислить, при каком положении этой крутилки, назовем так, паяльник работает адекватно. Вот тут вот написано Штайр норма, да? То есть вот у нас полная мощность, максимум. А используем в 90% случаев, ну, 1/3 максимум. С ЭП-СН чуть побольше, ну вот так. Нужно еще обратить внимание на то при покупке, что этот самый диммер имеет свою тоже максимальную мощность. В данном случае это 100 Вт. Вот он выдерживает 100-ваттную, так сказать, 100-ваттную мощность. То есть с запасом получается 25, 30, а здесь 100. С запасом нужно покупать обязательно. Собственно, с паяльниками вроде как разобрались, с диммером разобрались. Вот комплект наш, основной рабочий получается. Этот запасной, пусть лежит. Дальше будем говорить про припои и флюсы. Припои. Первым номером ПОС 61. Маловато будет, да? Ну ничего. А у нас еще есть вот так вот. Вот так вот. Почему именно ПОС 61? Прежде всего, он очень нам подходит по таким двум показателям, как температура плавления и текучесть. Он замечательно растекается. Отсюда на него и пал выбор. Вам рекомендую.
Единственное, что необходимо приобретать, есть вариант такой трубчатый, вот внутри находится канифоль. Нам он не подходит, просто пруток, потому что канифоль как флюс, ну не очень, скажем так. Почему? Объясню позже и покажу. Ну, уберем этот, ну такого количества хватит навсегда, просто навсегда, и этим все сказано. Дальше, ПОС 40. Температура плавления выше, течет он хуже, но применяется в тех случаях, когда, например, вот у вас есть деталь. К этой детали нужно припаять еще две. И эти самые две детали находятся близко друг от друга. То есть вы паяете первую, например, ПОС 61, вторую паяете тем же ПОС 61, и первая деталь у вас отваливается. Вот для того, чтобы избежать данных проблем, первую деталь паяем ПОС 40, а вторую, рядом стоящую, паяем ПОС 61. Применяется редко, но он востребован тоже. Далее, забегая вперед, есть припой, вот такой паз, специально для пайки алюминия. Самофлюсующийся, то есть вот в этом слитке в составе уже находится флюс. Но об этом будет отдельное видео, именно про пайку алюминия. Но вот так показал, заявил, вот он есть. Потом все расскажу и покажу. Переходим к флюсу. Простейший. Кислота паяльная. Что из себя представляет? Это соляная кислота, в которой, сейчас одну секундочку, растворяют цинк. Давай, цинк, появляйся. Что ты мне дубль хочешь испортить? Нет, появится сейчас, да. Вот так он выглядит, чистый цинк. Вот представьте себе, что у вас есть емкость, вы купили соляную кислоту и постепенно туда его булькаете, булькаете, булькаете до тех пор, пока он не прекратит растворяться. В таком случае мы получим насыщенный раствор, который будет называться кислота паяльная. Однако при растворении цинка в этой самой соляной кислоте, ну, выделяется там чего-то там не очень хорошее, и дышать этим не рекомендуется. Поэтому не будем заморачиваться и просто пойдем и купим. Для пайки цветных металлов и стали. Вот в основном применяю для пайки стали. То есть детали травления, которые покрыты вот на заводе там, блестящим металлом, скажем так, очень хорошо ним паяются. Далее, внимание, смертельный номер. Вот такой вот флюс есть. Он уже, как говорится, прошел огонь и воду и медные трубы. Осталось немножечко, кстати, тут вот совсем на донышке. Ну, опять же, должен быть прозрачным. Когда вы его приобретете, должен быть прозрачным. Как и кислота паяльная. Абсолютно прозрачная жидкость должна быть. Называется он, вот здесь было написано, ЗИЛ-2. Разработан сотрудниками завода ЗИЛ для пайки меди и сплавов на ее основе, то бишь латуни в том числе. Грубо говоря, для пайки радиаторов. Очень хорошая штука. Сталь она не берет, сталь он не берет. Ну, рекомендую тоже к использованию. Так, с флюсами тоже вроде все. Да, не, ну как все? Да не, конечно же. Канифоль. Редко используется. Ну, вот такая красота янтарная. Да. Тоже должен быть. Ну, или там более продвинутый вариант. Вот такая есть штуковина. Так видно, да? Вот так читается. Иностранного производства, правда, я ей не пользуюсь. Давайте откроем для приличия. Тоже видокс не очень, лежала давно. Ну, открывайся. Ну, вот такая паста канифольная, да, скажем так. Если вам удобно пользоваться пастой, то почему бы и нет? Тоже можно приобрести. Так, значит, с флюсами. Давайте так вот. Этот сюда, да. И вот эти вот с припоями. Где там припой? Не, сюда, да, сюда.
разобрались по факту в общей сложности. Да. Дальше поговорим об оснастке и всяком другом инструменте, который необходим непосредственно при пайке. Конечно же, в процессе работы, или правильно говорить, в момент работы, паяльник имеет очень высокую температуру и просто так вот на столе рабочим лежать не может. Тем более, что вот это бумага, например. Посему обязательно понадобится какой-нибудь держатель, какая-нибудь стойка, ну и что-то в этом роде. В данном случае набор паяльный. Вид он имеет такого ящичка, ну скажем ящичек, с двумя створками, которые таким вот волшебным образом открываются. И как вы, наверное, догадались, вот здесь вот лежит паяльник. Внутри можно хранить, там, например, канифоль, припои, еще чего-нибудь. Конечно, вид у него не современный, потому что в интернет-магазинах можно найти более такие красивые, что ли, и, может быть, даже более удобные средства удерживания этого самого паяльника. Но у нас такая вот из древности работает и хорошо. Хорошо работает, вообще замечательно. Вернем обратно в коробочку. Дальше пинцеты. В частности, вот 2 штуки такие. Обратный пинцет для удержания деталей. И для тонких работ, скажем так, понадобится обязательно кисточка. Правда, тут от кисточки ничего не осталось, фактически, да. Кисточка для нанесения флюса. Искусственного происхождения должна быть, потому что натуральная не выдержит. Флюс, как вы помните, содержит кислоту. Ну, работает, пока работает. Совсем будет плохо, заменим. И, конечно же, жидкость для промывки вот остатков флюса. Что за жидкость? Расскажу позже. Естественно, конечно же, вот без такой штуковины, которая называется огнеупорная плита, тоже не обойтись. Ну, есть сейчас коврики силиконовые. Я ними не пользовался, поэтому ничего сказать о них не могу. Выдерживает эта плита свыше 1000 градусов. Тут есть ножки такие. Правда, фирменное, так сказать, крепление этой плиты, этих ножек к этой плите отвалилось, вернее, ножки отвалились где-то через дня 4. Ну ничего, мы приклеили эпоксидкой, работает-то и работает. Ну, по большому счету, о паяльниках мы поговорили, о флюсах тоже, о припоях тоже, о всяком инструменте, который может пригодиться во время пайки тоже. Посему приступаем к практическим занятиям. Дальше, к сожалению, видео будет с несколько худшим звуком, потому что столкнулся с проблемой. При записи на внешний микрофон, включая диммер, начинают идти какие-то шумы, ну, в смысле репения. Посему попробуем писать без внешнего микрофона, а на постпродакшене, как это модно говорить, что-нибудь там вытянем. Надеюсь, все это переживут. Итак, в первую очередь необходимо подготовить паяльник к работе, а именно залудить жало, вернее рабочую часть жала, вот она. Эта самая рабочая часть жала должна быть в полированном состоянии, как вот вы видите. Ну, из-под надфиля будет не очень. Хотя бы закончить обработку шкуркой, наждачной бумагой, то есть 2500-3000. Ну что ж, ставим на разогрев наш паяльник. Так, диммер включаем. Вот так включили. Далее, чтобы залудить, берем вот такую пластину. Ну, медную, латунную.
Потом нам необходимо взять немножечко припоя. Потому что от прутка брать это не очень хорошо, скажем так. Потому что контролировать количество припоя будет сложно. Откусываем чуть-чуть совсем. Откусывайся. Откусывается. Откусилась. Где там она у нас? Вот. Есть? Есть. Вот немножечко совсем. Дальше. Лудить жало рекомендуется, используя флюсы, которые не содержат кислоту. В данном случае у нас вот канифольки кусочек. Вот такой. Вот здесь вот мы положим это все. Почему, я не помню. Дела давно минувших дней, в смысле обучения. Ну, сделаем, как рекомендуют, чего бы нет. Да, кстати, необходимо вот такую вот штуковину приготовить. По той же причине. Вот, скажем так, у нас это будет источник для припоя, когда мы работаем. И вот именно в таком вот виде, опять же, легче контролировать количество припоя, которое попадает на рабочую часть жала паяльника. Вообще, по большому счету, жало должно испытывать, ну, скажем, такой некий голод, что ли, этого припоя. Потому что перезалить место соединения очень просто. А вот забрать излишки припоя, это сложновато. Ну, сейчас вы все увидите, собственно. Вот такие вот две латуньки. Сейчас это в сторону немножко. Да. Вот две латуньки будем паять. Они не являются там частью из набора там какого-то. Просто от фонаря две вот такие вот штуковинки. И как мы видим, тут есть некий налет такой, окисление. Его желательно снять. Ну, флюс справится. Ну, у нас же культура производства. Ну, давайте и снимем. Никакого напильника, никакой наждачки не нужно. Просто берем, вот так вот кладем. Используем обыкновенную резинку для стирания карандаша. Вот так вот взяли и потерли. Легонечко. Все удаляется очень просто. Можно видеть. Так, еще чуть-чуть. Сейчас, секунду. Ой, куда это я уехал? Ну, елки-палки. Я приехал, да? Я приехал. Давайте еще раз. Вот так вот потереть. И можно увидеть, что вот заблестело. То есть, вот так видно, да? Этого вполне достаточно. Также поступаем и непосредственно со второй деталью. Ну, давайте подъедем уже. Ну, что ж так. О, наконец-то. Приехали, да? Переворачиваем. И с другой стороны. Ну, этого хватит вполне, да? Сейчас, секундочку. Убираем. Вот, заблестело, да? Ну и славненько. То есть детали мы фактически подготовили к пайке. Что наш паяльник? Разогрелся он там, чи не разогрелся? Сейчас посмотрим. Ну, цвет поменял, конечно, как вы видите, да? Вот, поменял. Ну, уже неплохо. Ну что, будем пробовать? Ну, давайте попробуем, собственно. Так, перехвачу я его непосредственно. Где у нас тут точка съемки? Вот она. Придерживаем пластину пинцетом, вот таким образом. И просто прикладываем сверху. Оп, оп. Дальше такими легкими круговыми движениями, потирая, так сказать, это все дело, мы видим, что начинает происходить чудо. Все-таки он был немножко холодненький. Ну ничего, сейчас. Разогревается. Вот, пошло. Наверное, маловато мы взяли припоя, да? Ну, сейчас посмотрим. Нет, пошло дело, пошло. Можно восьмеркой, можно как угодно. Это уже кому. Да, все-таки холодноват был. Холодноват. Ну, ладно. Чуть дольше будет. Так, переворачиваем. Что мы видим? Сейчас, секундочку. Лужение произошло. Произошло? Произошло. Ну, уже хорошо.
Вторая сторона таким же образом. Вот он наконец-то нагрелся полностью. Да. Кстати, странно. Вот этот так называемый штайр греется дольше, нежели наш ЭПСН. Ну, такая вот особенность. Все, есть такое дело. Смотрим. Залудили. Собственно, паяльник готов к работе. Кстати, коптит, скажем так. Это канифолий, запах есть. Поэтому, ну, кому-то это может не понравиться. Да? Ну, нужно этот момент учитывать. Кислотные флюсы, во всяком случае, которые мы будем использовать, такой вот проблемой не страдают. Это в сторону. В будущем можно повторять процедуру, а придется повторять, не единожды. Но у нас небольшая проблема возникла. Сейчас, одну секундочку, перехвачу. Многовато у нас припоя, многовато. Как его отсюда убрать? Есть один способ. Вот он так выглядит. Скажем, необычно, да? Это советский желтый пенопласт. Плотный такой. Методика очень простая. Берем и втыкаем. Вот так. Раз, воткнули и забрали. Мы видим, ага, тут даже немножко не долудилось. И мы видим, что припоя осталось очень мало. Очень мало. И вот, граждане-моделисты, вы стали свидетелями визуализации такого понятия, как то сухой паяльник. Вот он перед вами. Внешние признаки. Серый цвет без глянца. Вот он. Теперь непосредственно жало готово принимать на себя олово, то есть припой. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Пополним, так сказать, его количество, но уже применяя ЗИЛ-2, то есть уже кислотный флюс. Возьмем вот так вот кисточкой, нанесем сюда, а мы не взяли, вот теперь взяли, и приложим, долудим, скажем так, ну уже долудим. Переворачиваем. И вот у нас олова уже появилось больше. Но его многовато все равно. Для чего это сделано? Потому что есть одна проблема. Достать этот самый пенопласт практически невозможно, так как он уже лет 30 не выпускается. Посему возьмем более современную такую вот штуковину. Как она там правильно называется? Оловоотвод, ну что-то в этом роде. И нанесем флюс сюда. Это такая плетенка, ну скажем так, жгут плетенный из меди. И вот таким образом тоже начнем тереть. Вот у нас сейчас этот жгут забирает излишки олова. Собственно, для этого он и предназначен. Материал расходный, что-то стоит, но если пенопласт вы не найдете, вот, дозалудилось, кстати, да? Давайте вторую сторону тоже так сделаем. Если пенопласт вот показанный вы не найдете, значит можно в любом магазине, который торгует подобными вот причиндалами для пайки, приобрести его и, как говорится, и не мучиться. О, долудили. Долудили и получили опять сухой паяльник. Ну, так, что-то не видно, да? Сейчас, одну секундочку, перехвачу. Давайте вот так. Вот он у нас. Вот такой у нас. Да? С одной стороны и с другой стороны. Есть такое дело. Теперь приступим непосредственно к соединению двух деталей, скажем так. Ну, прежде всего, предварительно необходимо вот места соприкосновения этих двух деталей залудить. Обязательно. Что мы сейчас и сделаем. Флюс у нас есть. Вот наносим сюда. Потом, наверное, возьмем все-таки немножко припоя. У нас его маловато тут. Аккуратно. Чуть-чуть. Все, хватит. Есть чуть-чуть, да? Есть.
Придержим деталь пинцетом аккуратно и приложим паяльник. Характерное шипение. Вот мы видим, что лужение происходит. Да, немножко многовато припоя, но ничего, мы с этим справимся потом. Прогреться должно хорошо. Есть такое дело. Таким же образом поступаем с нашей второй деталью. Ну, где-то вот посередине будет соединение, вот здесь. Да. Вот давайте здесь и залудим. Надеюсь, нам хватит припоя здесь, да? А ну, появляйся. Появляется. Ну и хорошо. Так, вам видно, да, там? Это хорошо. Залудили. Эта процедура, повторюсь, обязательно. То есть без нее качественной пайки не получится. Теперь перевернем. Сюда приложим. Остыло? Остыло. Но чтобы не обжечься, помните, температуры высокие. И можно так это ожог получить серьезный, и причем запросто. Есть такое дело. Прижмем. Вот так вот. Позиционируем. Я, правда, не очень-то и вижу, потому что очень мелко. Ну, ничего. И вот с этой стороны опять наносим флюс. Вернее, сюда наносим флюс. И опять прикладываем паяльник уже в месте соединения. И ждем прогрева. Обе детали должны хорошо прогреться. Это видно, да? Видно. Хорошо. Вот мы вот видим. Ай-яй-яй, печет уже. Ай-яй-яй, но вроде как прогрелось, да? Сейчас, секунду. Вроде как прогрелось. Теперь проверим соединение на прочность. Припаялось или не припаялось. Так, секунду. Припаялось. Собственно, пайка осуществлена, но это еще не все. Так, вооружусь-ка я пятикратной линзой, потому что кое-что нужно проверить. А именно, сейчас, одну секунду. Нет ли вот здесь вот в пайке, в месте соединения, наплывов от припоя? А собственно и нет. Ага. Ну вот видите, так рассчитали количество этого самого припоя, что дополнительных действий делать и не нужно, кстати. Ну и последняя обязательная процедура – это промывка места пайки от остатков флюса. Ну, скажем так, лучшей жидкостью, скажем, для этого дела является смесь изопропилового спирта и бензина калоша в соотношении 50 на 50. Но бензин есть бензин, как вы понимаете, запах может кому-то не понравится, посему просто изопропиловый спирт, вот так вот покажу, да, изопропиловый спирт, абсолютно спокойно с этим справляется и очень даже неплохо. Приступим. К промывке приступаем. Ответственная, кстати, очень штука. Потому что если останется флюс, он обязательно, он же кислотный у нас, да, он обязательно вступит в реакцию и начнется, так сказать, разложение, скажем, припоя и непосредственно металла. И со временем это может превратиться в труху все. Придерживаем. И вот таким образом промываем. Перевернем, естественно. И с этой стороны тоже. Еще раз перевернем. В общем-то, осуществилось. Пайка осуществлена. Все-таки я еще раз проверю на всякий пожарный случай, нет ли там наплыва. Нет, имеется в виду, сейчас одну секундочку. Имеется в виду, вот здесь вот должен быть угол 90 градусов, как вы понимаете. Если будет наплыв, то, допустим, эту деталь вы поставите на модель, прикрепите как-то где-то, потом покрасите, и вот после покраски все эти неровности, скажем так, они будут очень даже заметны. Посему данный момент нужно контролировать. Тут у нас все в порядке, все прекрасно. Собственно, техника показана. А дальше мы поговорим о пайке двумя припоями, POS 40 и POS 61.
К сожалению, показать тандем POS 40, POS 61 не получится пока что, потому что сидел, думал на каком примере, то есть чего с чем паять. Ну, пока не придумал. Давайте сниму при случае видео отдельно и потом выложу. А продолжим мы нашу, так сказать, наши паяльные работы уже наконец-то на примере деталей травления. Это щитки ниши шасси, щиток, вернее, ниши шасси Мессершмитта 262, производитель у нас Эдуард. Ну, прежде всего, необходимо заменить флюс, взять кислоту паяльную. Потому что ЗИЛ-2 вот по этому покрытию не работает. Ну что ж, приступим. Значит, соединять будем, наверное, прихватывать будем, вернее, скажем так. Вот в 3 точках, здесь, здесь и здесь, потому что полностью, ну, не знаю, посмотрим. В всяком случае, 3 точек хватит. Переворачиваем, естественно, вот это вот дело. И необходимо залудить предварительно, как мы и говорили с вами. Это обязательная процедура, еще раз повторюсь, для качественной пайки. Так, взяли, вот здесь нанесем вот так вот, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, стараемся совсем чуть-чуть. И сюда, кстати, потемнело. Видите, какой активный флюс. Сразу потемнел припой. У нас паяльник находится в сухом состоянии. Сейчас покажу. Вот. Значит, нужно пополнить, немножечко взять олова. Буду перехватывать, потому что неудобно, ребята, извините. Вот появился легкий блеск, видите, на кончике. Вот этого пока хватит. И то, может быть, будет с перебором. Сейчас посмотрим. Так, придерживаем, начинаем лужение. Аккуратно. Ждем прогрева. Вот здесь. Вот давайте растянем немножко, да. Так, держись, ну что ты тут начинаешь? Ага. Ну, не с перебором, кстати. Тут есть. Еще возьмем. Чуть-чуть. Помним, да? Голод для жала в таком случае предпочтительнее, нежели перезалив. Поэтому вот это вот приспособление позволяет нам хорошо контролировать количество припоя. Ну, относительно хорошо, конечно. Так, давайте глубже возьмем. Так, здесь, тут немножко наплыв получился, но ничего, надеюсь, все будет в порядке. И вот здесь, аккуратно. Так, это готово. Теперь, соответственно, видно, да? Сейчас давайте подвину. Так, вот, куда двигать? А, нет, сюда двигать, к вам. Хорошо, давайте подвину к вам. Соответственно, вот здесь наносим флюс. Дальше припой. Тонким слоем стараемся. Чем тоньше, тем лучше. Так, тут флюс я наносил? Нет, не наносил. Есть у нас он еще, да? Тоже флюса, кстати, тоже нужно минимум. Потому что, ну давай, тихо, осторожно. Не прогнуть все это дело. Вот так вот, да, хватит у нас. И здесь еще. Ну, процедура такая. Можно медитировать, если кто хочет. Да, такая неспешная, теплая, горячая, скажем так. Есть такое дело. Переворачиваем. Аккуратно перевернули. И пытаемся теперь... Вот теперь нужно позиционировать. Кстати говоря, в подавляющем большинстве случаев позиционирование... Нет, сюда, да? Занимает больше времени, нежели сам процесс пайки. Ага, надо еще что-то видеть. Да? Так, давайте-ка я вооружусь все-таки пятикратной линзой. Ну, не могу я по-другому. Ну, привычка, вот и все. Но не могу по-другому. Сейчас так подлезу, чтобы свет не загородить вам. Нам. То есть вам, себе и мне, да.
Так, есть вроде такое дело, да? Нет, 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 нет. Еще немножко нужно поправить. Ну и что? На место пока не стало. Вот на место теперь оно вроде как стало, да? Стало, да? Стало, хорошо. Так, придерживаем. Аккуратно, не спеша. Сейчас сниму приспособу, извините, свою. Так, немножко возьмем флюса, что маловато его. Вот сюда и сюда. Берем припой. И чуть-чуть с этой стороны нужно сделать, потому что на всякий случай. Не взял, да? Не взял. Ты смотри, что так. А ну-ка еще раз. А ну-ка еще раз. Здесь есть? Здесь есть. Здесь не захотел. Ну давайте так. Опа. Чуть-чуть есть. Появился, да? Чуть-чуть. Есть. И вот сюда пытаемся попасть, потому что я ничего не вижу, но попробуем вот так вот почти что вслепую. Ага, попал. Чувствую, что попал. Так, ждем нагрева. Ой, ё-моё, я близко прихватил пальцем. Сейчас будет жечь. Ё-моё, ну ладно. Ай-яй-яй. Искусство требует жертв. Так, что-то у нас маловато, да, всего этого. Так, я пока убираю пинцет. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Нет, не уверен я, что была пайка. Давайте еще раз. Вернее, была. Произошла пайка. Не уверен. Давайте еще раз. Взяли чуть больше. Придавили, придавили, придавили. И давайте вот так вот попасть нужно сюда. Ну. Не то чтобы факир был пьян, но видно, совсем я экономлю всего это. Ну, не хочу переливать, понимаете? Давайте так, ливанем флюса этого. И еще раз попробуем. А ну, ну вот теперь сейчас пойдет дело побыстрее. Да, конечно. Да. Вот. То есть недостаток флюса был у нас. Аккуратно. Есть. Посмотрю в линзу. Все-таки. А ну-ка, вроде получилось. Давайте проверим. Ладно, давайте сначала прихватим еще вот здесь, чтобы уже, так как говорится, не срывать с места, да? Как там вам, чтобы было виднее? Да, я понимаю, немножко нудновато может быть, но что поделаешь? Такова, как говорится, практика. Еще раз берем. Возьмем чуть больше, да, ну хорошо. Попали? Я ничего не вижу, честное слово. Нет, ребята, давайте я одену все-таки линзу, потому что мелкое все очень. Посмотрим. Так мы попали. А ну еще раз. Как бы это свет не перегораживать. Сейчас. Аккуратно. Главное же еще не обжечь лицо, вернее бровь, потому что, вот оно. Вот пошла пайка уже непосредственно, да, аккуратно. Я, кажется, говорил, да, что флюс течет туда, где выше температура. Ну вот любит флюс у нас горячее, это, наверное, хорошо. Есть такое дело. Ну, в линзу совсем другая работа, конечно. Точнее, быстрее и качественнее. А что давайте-ка я все-таки закончу уже с линзой это все дело. Иначе это будет долго, нудно и неинтересно. Нет, нужно взять флюсы еще. Придавили. Это что-то перелил, наверное, да? Берем припой. И вот так вот сюда аккуратно. Ну уже. Нет. Приложили вот в эту часть. Все, пошел прогрев. Ща будет. Ай-яй-яй. Терпим. Так. Смотрим. Да вроде прихватило. А ну-ка. Вуаля.
Все, держится мертво. Как я люблю говорить, мертво. Ну и заключительная фаза. Так, секундочку. Закроем мы эту самую кислоту паяльную. Ну и заключение, естественно, так, поправим кадр. Да. Промывка. Ну, без нее никуда. Вот так будет видно, да? Хорошо. Отлично. Без нее никуда. Вот таким образом промываем. Тщательно промываем. А что у нас тут качается, да? Качается. Вот так мы и тут можно приходить, во всяком случае. А, не качается. Что-то я не то увидел, да? Промыли. Еще раз перепроверить, все ли в порядке, все ли хорошо получилось. Да, чуть-чуть качается. Ну так можем допаять, собственно. Вот здесь вот есть. И вот здесь. Так не проблема. Ну ничего, значит, без предварительного лужения мы это сделаем. То есть в 3 точках, как вы видите, не хватает. Да? Ну давайте сделаем, чтоб хватало. Так, еще раз возвращаем на место, так сказать. Берем вот тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, я перелил. Бывает, бывает. Ну ничего. Испарится, куда денется. Так. И с этой стороны возьмем. Одеваем нашу линзу. Так, вот прикладываем. Ну да, здесь нужно, конечно. О. Да, без предварительного лужения это будет немножко дольше, к сожалению. Но тоже будет, тоже состоится. Никуда не денется. Так, немножко потекло не туда, да? А нифига пока не состоялось. Кстати, вот видите, я же вот о чем и говорил. Что предварительное лужение обязательно. Потому что оно течь не хочет туда. Ха-ха. Течь туда не, затекать туда не хочет. Значит, придется взять больше этого самого флюса. Фу, припоя. Давайте еще возьмем. И пробуем, чтобы оно туда затекло. Под деталь. Ну и. Ну и. Ну и. Ну и. Ну, во всяком случае, оно не затекло, а получилось так, что припаялся торец вот этого верхней детали, да, к нижней детали. Но затекание припоя не произошло. Это не очень хорошо, но держит, так и держит. Ладно. Чего уж там. То есть вот, пожалуйста, по факту на примере, что лудить предварительно детали, места соединения обязательно, как я и говорил. Вот, пожалуйста. Пример, как говорится, непосредственно. Так, куда-то я уехал. Уехал. Сейчас приедем. Ну, приехал. Пример вот непосредственно перед вами, как говорится. На ваших глазах, да, все происходит. Так, это много будет. Сейчас добавим. Придется больше взять припоя, чем обычно. Причем с 2 сторон, потому что торец нам тоже торец верхней детали нам тоже необходимо попробовать. Тихо, что-то за срывы такие залудить. Так. Так, ну давай. Давай. Есть такое дело, да? А ну-ка. Да, держится. Все, исправили недочет. Пусть немножко это было долго, но в любом случае, мне кажется, это было полезно. С точки зрения наглядности. Так, промываем. Промываем. Обязательно. Хорошенечко промываем. Есть такое дело. Ну вот, собственно,
состоялось. Это внешняя часть, а вот это внутренняя, которую мы, собственно, и припаяли. Вот, в общем-то, еще один пример, как это можно сделать. Не самый сложный, кстати, потому что плоскость есть плоскость, но, может, в будущем какие-то сложные очень такие соединения я обязательно покажу. Ну и еще один момент, это заключается в том, что по большому счету-то пайка это не только соединение чего-то готового, да, можно что-то сделать и самому, просто с нуля. Вот, а то скажут, мужик трепится, а что сам-то может? Сейчас покажем, спокойно. Ну вот, например, вот такая вот часть пулеметной ленты для системы Максим, или как у нас говорят Максим, выпаяна полностью с нуля, самостоятельно. Вот эти вот элементы, это авторское отравление, вот они идут все. Ну и количество колечек, да, плюс с этой стороны количество колечек, да, можете посчитать. А потом свободно умножайте это на 2, потому что есть еще одна такая штуковина. Тут сымитированы, сейчас подождите, той стороной показываю или не той, да, той стороной. Тут даже сымитированы швы, вот там видны. Вот полностью работа сделана с нуля. Единственное, что мой друг Коля, спасибо ему большое, создавал макет для этой самой, как ее она называется, трафареты, для вывода принтером трафарета, чтобы потом можно было засвечивать пластину, которая покрыта фоторезистом. Вот он на компьютере набирал, я этого делать не умею. Все остальное собственными руками. Даже вот 2 патрона, это литье, а оригинал, то есть мастер-модель, вот она перед вами, тоже выточены на токарном станке, и донце, к сожалению, зацело точить не получалось. Пришлось отдельно это донце выточить, так видно будет, чи не видно, наверное видно, и потом припаять. А это уже литье, там 2 штучки я сделал для эксперимента, скажем так. Как это делалось? Вот, к сожалению, кондуктор я найти не могу. То есть был кондуктор, это там не медная, а алюминиевая пластина, в которой находились штифты. Вот они, 1, 2, 3. И вот каждую вот эту штучку нужно было насаживать на штифт из стальных таких штырей, паять и снимать. И вот благодаря ЗИЛу-2, флюсу, который не паяется ни с алюминием, не работает ни с алюминием, ни со сталью, удалось вот так вот постепенно, аккуратно это все сделать. Ну, в общем, не то чтобы больница, но в любом случае это может каждый, если захочет. Собственно, в общем-то, рассказал много интересного, мне кажется, рассказал много полезного, то есть тему практически раскрыл. Однако дальше покажу, как и чего делать нельзя. Ну, то есть, вот нельзя и все. Речь пойдет о буксировочных тросах, которые на моделях бронетехники, ну, вообще-то вещь, наверное, незаменимая, наверное, присутствует везде практически. Ну, пластиковый вариант из коробки, скажем так, мягко говоря, не выдерживает никакой критики по внешнему виду. Поэтому можно приобрести готовую имитацию из металла, желательно цветного, наверное. А можно самому изготовить этот самый трос путем скрутки, да, скручивания там определенного количества проволочек. Ну, будем говорить так, у меня, к сожалению, на хозяйстве подобного нет, но имитацию на проводе обыкновенном можно, так сказать, создать. То есть вот были провода, я их скрутил. По сути дела, что такое трос? Это и есть скрутка, грубо говоря. И вот, естественно, к подобному тросу наверняка понадобится припаять какой-нибудь коуш. Ну, опять же, это имитация коуша такая. Не знаю, хорошая или нет, ну, маємо, що маємо, як то кажуть українською.
Вот здесь надо соединить. И вот дальше покажу то, что, как, вернее, делать не нужно. То есть это неправильная технология, вы ее не повторяете. Но для примера, для наглядности стоит заявить, скажем так. Итак, с чего начинаем? Как естественно, вы, наверное, догадались, с лужения предварительного. Опять наш ЗИЛ-2 в данном случае, потому что это цветной металл. Вот он измученный такой долгой работой. Итак, вот мы берем сюда и добавляем этот самый флюс. И что мы видим? А флюс этот самый начинает как бы впитываться в эту скрутку. Да, вот смотрите, он исчез практически и ушел вот сюда по длине примерно. Да? Это вот вещь мы должны запомнить, она очень важная. Так, берем немножечко олова. Есть у нас тут олово? Нет, у нас тут нет, у нас сухой он. Голодненький, хорошо. Голодненький, суховатый паяльник. Есть такое дело. Начинаем лужение. Аккуратно, вот здесь вот. Чтобы не раздавить ничего, естественно. Так, стой, не дергайся, да. Вот тут чуть-чуть. Еще. Нет, ушел, да? Ну, ё-моё, уехал. Давайте приеду. Мало, да? Давайте возьмем еще. Надо хорошо залудить. Вот у нас вот так, вот так. Прогрев пошел. О, пошло лужение. Прогрев, значит, лужение. Есть такое дело, тоненько. Так, это пока в сторону сюда. Теперь необходимо, естественно, как вы понимаете, залудить вот эту часть этого куша. У нас тут есть, кстати, флюс. О, это хорошо. И сюда положим. Возьмем еще припоя уже с двух сторон, потому что так нам диктует форма лужения деталей. О, вот пошло, поехало. Так, ждем прогрева. Видно, да? Да что же я все время уезжаю? Ну давайте так. Есть. Есть? Нет. Что такое? Что такое? А, есть. Так, перевернем. Нифига себе, ребята. Это не гром. Это явно не гром. Ну ладно, далеко. Есть такое. Залудили. Так, ну что ты так цепляешься-то? Теперь я опять плохо, ну как плохо вижу, но просто мелкое, вот и все. Так, давайте, наверное, поменяем немножечко позицию этих двух деталей, потому что мне нужно будет прижать. Вот так давайте возьмем. Так, а ну-ка, сейчас, одну секундочку, давайте я все-таки линзу одену, потому что это все не совсем так, как мне хотелось бы. Так, вот вижу теперь. О, вот у нас здесь есть эта штука. Должна сесть вот сюда. Ну, садись давай уже, господи. Села. Но тут нам понадобится... Да, ну... Вот я говорил, позиционирование занимает зачастую гораздо больше времени, нежели сама пайка. Понимаете? Детали мелкие. Так, тут нам понадобится много припоя. Много, я бы сказал. Даже очень. Даже очень. Тоже главное еще этот провод не передавить, вернее скрутку. Не раздавить, чтобы... Ну, в общем, целая история. Так видно, да? Все видно. И соединяем. Пытаемся, во всяком случае, вот так приспособим сейчас. Ну, есть такое дело, да. Давай, грейся, прогревайся. Тихо, тихо, тихо. Ага, ну, ё-моё. Ну, вот видите, какие сложности бывают. Сейчас, прижали. Ну, давай уже, господи. Так, что-то не получается у нас, да, ребята? Ну, давайте как-нибудь по-другому это все попробуем. Ну да, не хочет. Во-первых, давайте откусим это для начала. Так, чуть-чуть. Нет, не надо кусать, не будем кусать.
Еще раз добьемся нашего. Ну как же так? Не может такого быть. Ладно, давайте поступим по-другому. Давайте откусим немножко припоя, потому что тут именно уже маловато этого припоя получается. Сейчас, секунду. Это вне кадра будет происходить. А хотя почему вне кадра? Вот откусили. Откусили. Нифига себе. Я боюсь, этого будет многовато. Ну ладно, чего уж там. Есть такое дело. Стало. Погнали. О, вот это мы, конечно. Это мы дали. Ну, нам нужно много сейчас того самого припоя. Давайте возьмем много. Еще раз. Пытаемся позиционировать это все дело, елки-моталки. Так, прижали здесь прижали, не совсем, конечно, удобно, но давайте будем заливать. Ну что делать? Потому что иначе не получается. Припой есть, я уже с линзой продолжил, вот так оно без нее не получится толком. И опа, вот теперь оно. Вот теперь оно и жжет палец, ё-моё, но мы присоединили, да? Кстати, сразу нельзя было, бывает сразу. Нужно еще придержать две детали, потому что они слишком разогреваются и припой не успевает остыть. И можно просто отсоединить, а оно еще не уже оно, в общем, развалится, короче говоря. Так, ну корявенько, конечно, припаяли. А не, нормально. Нет, корявенько. Не, ну что это таки? Еще раз. Еще раз. А вы думали, да, что? Раз, два. Ну, ага, конечно. Сейчас. Не всегда так получается. Кстати, в чем прелесть пайки еще? Если вот приклеили, вам придется отмачивать. А здесь ничего отмачивать не нужно. Только легко прикоснулся и все отсоединилось. Разъединилось. Легко прикоснулся и все соединилось. Понимаете? Ну же, что ж ты так тяжело-то идешь-то? Ну, кажется, есть. Ну, с ума сойти. Свершилось. Да. Свершилось. Поздравляю себя и поздравляю вас. Есть такое дело. Ну, в общем, понятно. Ну, такая вот конструкция получается, да. И давайте промоем, естественно. Закроем флюс. Возьмем наш спирт изопропиловый, подчеркиваю, и промоем место соединения таким вот обыкновенным образом. Да, все-таки немножко корявенько получилось, ну да ладно. Тут главная суть. Вот мы промыли. Вроде все красиво, все хорошо, все замечательно. Но подчеркнуть хочу еще раз. Так делать нельзя. Почему? Подробно теперь. Вы видели, как этот самый флюс уходит буквально вот аж в эту часть скрутки. При пайке нет гарантии того, что флюс весь испарится. Он обязательно, скорее всего, вернее, останется вот внутри этой скрутки. Где-то здесь, да, или здесь даже. Мало того, даже в самом горячем месте соединения флюс, находящийся в скрутке, тоже может до конца не испариться. Он превратится, он закоксуется, но он там останется. И вымыть его вообще отсюда уже невозможно. Так вот, если он там внутри, этот флюс остался, кислота начнет свое, так сказать, черное дело. То есть, начнет разъедать непосредственно припой, потом доберется непосредственно до металла, и в итоге может так статься, что со временем вот здесь вот все превратится в труху и рассыпется. А это же модель, это же тут пример-то всего-навсего. Оно же на модели у вас стоит. А модель-то еще в диораме, допустим. А эта самая диорама, допустим, еще и под колпаком. Понимаете? То есть в один прекрасный день, а еще медаль она имеет, ну так вообще обалдеть. И вот в один прекрасный день вы решите полюбоваться вашим творением, потом глядите, а тут все рассыпалось, как я сказал.
Естественно, придется ремонтировать. Ну а кому это нужно, да? Так вот, вывод следующий. При лужении или пайке скруток необходимо использовать только бескислотные флюсы. Ну, в частности, канифоль, например. Вот она у нас. Понимаете? Если, конечно, вы не хотите потом проблем. Вот в чем вопрос. Ну, посчитал, что этот момент обязательно нужно озвучить. Вот, повторюсь еще раз, так делать нельзя. Это такое видео было о том, собственно, как делать нельзя. Ну, вот такой вот момент, надеюсь, был тоже полезен и интересен. Ну, по большому счету, в общей сложности, так сказать, надеюсь, что было интересно, кому-то было, для кого-то было полезно. Многие моменты рассказал, то есть базовые основы определил. На этом, пожалуй, все. Заходите, смотрите, ну там подписывайтесь, колокольчики, там прочее. Вы знаете, что делать. Спасибо вам за внимание, удачи вам и до новых встреч.